Здорово, народ! Всем привет! Мы продолжаем строить наш дом, и пока мы не сделали полы по грунту, мы будем заводить воду в дом. Вернее, мы будем бурить скважину прямо у нас в доме. Будем бурить абиссинскую скважину, он же абиссинский колодец, с методом гидробурения. Погнали! План дома мы разметили деревяшками, обвели место нашей котельной, прямо в ней будет находиться наша скважина. Значит, как можно добыть воду у себя на участке? Можно начать с колодца. Колодец бывает в основном на глине, либо на песке. Но в основном колодцы копают, конечно же, на глине. Они медленно насыщаются водой, иногда пересыхают. Там постоянное цветение, его нужно чистить. Туда падают всякие улитки, лягушки, листья, яблоки. В общем, антисанитария, и нам такое не очень нравится. Поэтому следующий вариант, который можно еще использовать, это пробурить абиссинскую скважину. Это фактически тот же самый колодец, только он сосет воду не из глины, а именно из песка. И чтобы такой колодец сделать, нужно, к сожалению, иметь обязательно песчаную прослойку водоносную. Получается, что, грубо говоря, абиссинская скважина — это такая трубка, которая высасывает воду из песка на глубине, где нету кислорода, нет размножения водорослей, нету попадания улиток. Отделяется это все водоупором, в основном это глиняный водоупор, также это может быть и песок других фракций. И даже если колодец выкопан на тот же самый водоносный горизонт, как абиссинская скважина, то он в любой момент может перестать давать воду, он в любой момент может запесочиться, протечь, попадут грунтовые воды, там может что-то зацвести. В общем, колодец точно проигрывает скважине. Абиссинская скважина имеет почти безграничный ресурс, в то время как колодец теряет свой объем воды, и пока он восполняется, нужно иногда ждать очень долго. Что касается так называемых глубинных артезианских скважин, которые бурятся там на 25, 40, 100 и 150 метров. У них есть, конечно, свои плюсы, но и также свои минусы, потому что в основном всегда там вода с содержанием повышенным железа, с повышенным содержанием сероводорода может встречаться. Также она не полностью герметичная, она может также зацветать, и стоит это все достаточно дорого. Один из плюсов, который, конечно же, можно отметить для глубинных скважин, это то, что содержимое септика в вашу воду вряд ли попадет. Если вы задумаетесь найти воду, вот вам несколько экспертных советов по ее нахождению. Первое. Вызвать цыганку, и она вам сразу покажет, где находится вода. Второе. Там, где упал алкаш, точно есть вода, потому что его организм обезвожен и сам ищет воду. Где столбятся комары и мошки, там точно есть вода. И где туман рассеивается над землей, и там есть вода. В общем, все эти палочки, рамочки, хождение с электродами — это полное фуфло и лоховодство. Не ведитесь на это, потому что вода у вас либо есть здесь везде, либо ее здесь нигде нету. Ну и поскольку мы знаем, что наш колодец выкопан на песке, и наша скважина тоже не глубокая, и у соседей скважины не глубокие, поэтому мы знаем, что вода здесь есть, и сейчас мы ее найдем. Скважину мы будем бурить методом гидробурения. Гидробур мы изготовили сами. Мы купили уже готовые двухметровые штанги с резьбой. С другой стороны там была наружная резьба, но ко второй я приварил муфты, поэтому получилась с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны наружная. Они могут стыковаться, увеличиваться. Там у нас 10 метров есть, но мы знаем, что так глубоко они нам не понадобятся, поэтому для нас это вполне достаточно. Вода у нас поступает в гидробур через вот такой вот быстросъемный соединитель. Здесь же у нас сверху уже готовые ручки. Ручки лучше делать быстросъемные, чтобы они были не как у нас здесь сверху одеты, а ползали по самой штанге. Так гораздо практичнее. Ну, мы уже так сделали, как сделали. Наконечник нашего бура сейчас выполнен из перьевого сверла 50 миллиметров. А раньше это просто был кусочек треугольника из металла вырезанный, но он очень быстро тупился и был гораздо уже. Чтобы сэкономить на буровых штангах, можно было отдельно купить обычную водопроводную стальную трубу. В нашем случае это 3/4, можно и дюйм купить. Отдельно муфты, отдельно сгоны, все это дело приварите. Даже если вы их криво немножечко приварите, это вообще никак фактически не повлияет на процесс бурения. Начинаем делать фильтр для нашей абиссинской скважины из ПНД трубы 32 мм. Отступаем 20 см примерно с самого конца. Это будет у нас отстойник для песка, всякой грязи, взвеси. Далее мы просверливаем отверстие диаметром 10 мм с расстоянием примерно 5 см между друг другом. Отверстие просверливаем на протяжении примерно 1 метра с учетом ширины нашей буровой сетки. После того, как мы просверлили все отверстия, стружку мы вытряхиваем и запаиваем конец нашей трубы герметично, чтобы он не протекал. И теперь будем делать обмотку из триммерной лески максимальной толщины, которая продается, и фиксировать будем ее обычной черной изолентой.
Теперь заливаем воду, проверяем все это дело на герметичность. Далее мы отрезаем нашу буровую пластиковую сетку галунного плетения, отрезаем ее с небольшим запасом, загибаем и крепим на обычные пластиковые хомуты. По краям сетку герметизируем изолентой. Ну и, в общем, вот и все, готово. Приступаем к выкапыванию приyaмков. На месте камня у нас будет скважина. Далее первый приямок и второй приямок у нас для ведра с насосом. Первый приямок у нас не глубокий, и туда попадает вымываемый грунт, и этим легко отслеживать, что у нас сейчас идет. Циркуляционный насос в нашем ведре будет подавать воду в буровые штанги. Оттуда вода проходит вниз, пробуривает нам отверстие. Дальше вода поднимается назад по отверстию наверх и попадает уже в первый приямок и назад во второй приямок. И все это по кругу гоняется. Заполняем нашу систему водой, подключаем насос к буровой установке и начинаем бурить. Пока что идет вот такая вот твердая глина кусочками. Ну что ж, продолжаем наш концерт. Периодически вода уходит, и вот за этим нужно постоянно следить и подливать воду. Но это не поглощение воды, а просто потому, что мы углубляемся. Первые 2 метра прошли, наращиваем наш бур, добавляя еще одну штангу. У нас, короче, появился какой-то странный слой грунта, там идут какие-то камни, все скрипит, царапается, штанга застревает. Но идет, медленно, но уверенно. Мы продолжаем. Короче, на первый наш водоносный слой, на которых, наверное, колодцы, здесь у нас около 3 метров. Вот вода начинает уходить. И сейчас вот я вот просто опускаюсь в песок. Вот. На глазах. Вот, проваливается штанга. Еще идет, идет, идет. А там как раз начинает уходить по чуть-чуть вода. Уже видно, насос оголяется. Вот и здесь. Если шла вот такая вот глина, то сейчас вот песочек пошел. Вот он. Но это очень мелкий. И на нем, по-моему, нету воды. Так то же самое было у нас в прошлый раз на нашей первой скважине. Поэтому примерно по нашим расчетам еще 2-3 метра следующего водоупора.
Самый распространенный вопрос, как найти водоносный слой. Все очень просто. Если у вас такие же грунты, как у нас, у каждого водоносного слоя песчаного есть водоупор из глины, либо из какого-то другого материала, может быть, даже того же песка, но он будет другой по фракции. И когда вы бурите глину и доходите до чего-то очень легко бурящегося, штанги начинают проваливаться, вода начинает уходить. Вы смотрите, в первом приемке появился песок вместо глины. Значит, что? Значит, мы нашли водоносный песок. Ох, нифига себе. Он падает. Опускается очень быстро, да? Я все еще опускаюсь. Поглощение воды большие. Ну как большие? Хоть какие-то. 6 метров почти. Значит, с 5 до 6 у нас был водоносный песок, шло легко, к сожалению, он у нас пылеватый, но он у нас с водою, и мы на 7-м метре уперлись опять снова в глину и решили здесь остановиться и обсадиться, потому что дальше у нас пойдет голубая глина до 25 метров. Ну, включаем. Короче, при первом пуске я облажался с этим соединителем, который подключает трубу к насосу, из него аж полилось, когда вода подошла уже. В общем, сейчас мы заполнили из шланга тут всю систему, включим, и все будет нормально. Вон она наполняется. Наша? Какая-то вода пошла. Ох, нифига себе. Чернь. Все, вода, вода. Все, наша вода. Стоит, смотри. Там не видно воду. Ну все, работает. Вода. Так. Ну это точно вода из нашей скважины. Крутяк. Чистая, коричневая. Ты моешься? Ну такой умываться не буду. Пусть пройдет. Сейчас мы шланг нарастим, сюда подлиннее, чтобы она на фундамент не размывала. Когда нефтяники находят нефть, они умываются нефтью, а мы водой. Все, у нас будет вода.
Это уже наша 6-я скважина. Кстати, предыдущую у нас не сразу получилось, не с первого раза. Пришлось перебуриваться, потому что не было там, где мы бурили, у нас водоносного песка. Но потом мы его нашли, и все работает. Так что здесь нет ничего сложного. Главное понять принцип поиска воды. Кстати, вода может пойти не так, как у нас с первого раза. Иногда недостаточно просто найти песок, засунуть туда фильтр и сосать воду. Иногда нужно делать обратную промывку, то есть подключать воду и толкать ею внизу в песок, чтобы там все размывало. Где-то раз-два, может быть, такое надо проделать. И потом вода уже должна пойти. Некоторое время мы еще будем прокачивать нашу скважину, затем сдадим воду на анализ, и как только он появится, мы добавим его в описании под этим видео. Все оборудование для бурения можно купить в одном строительном магазине, кроме буровой сетки. Ее можно купить только в специализированных магазинах для буровиков, либо на Авито. Ну а мы пойдем обедать, и сегодня у нас шаурма, шаверма, шавуха, ролл с курицей. Мякоть бедра обжарим на костре, а пока я замешаю соус, чтобы он успел настояться. А все? Надеемся, что это видео было вам полезным и информативным, поэтому можете даже поделиться им с вашими друзьями, поставить лайк. Ну а мы приступаем непосредственно к строительству дома и обустройству фундамента, поэтому подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. А у нас на сегодня все, друзья. Всем пока! Пока!